Всем привет! Меня зовут Кристина, и сегодня я покажу мастер-класс по созданию органайзера для канцелярии или косметики без клея. Мой органайзер выглядит именно так неспроста. Посмотрите на свой стол и решите, какой именно органайзер нужен вам. На моем столе 4 емкости для канцелярских принадлежностей и подставка для блокнотов. Поэтому так выглядит эскиз органайзера. Я зарисовала органайзер таким, каким себе его представляю. Общий вид я назвала его «Основа» и также разложила его на несколько деталей. Верхняя часть органайзера с 4 емкостями для канцелярии, нижний выдвижной ящик и подставка для блокнотов. Раскрасила все детали основы разными цветами и штриховкой. Задняя часть – синяя штриховка, нижняя часть – желтая штриховка и боковые части органайзера заштриховала красным цветом. Ниже перенесла все необходимые детали и их размеры. Мне хотелось, чтобы боковые части были немного скруглены, поэтому рассчитала, какой угол я могу срезать. Итак, боковые части. Нам необходимо 3 детали. Задняя стенка и нижняя деталь основы. Далее, раскладывая основу на детали, я сразу закрашивала детали основы. Посмотрите, пожалуйста, на подставку под блокноты. Здесь не требуется никаких дополнительных деталей, кроме деталей основы. Подставка состоит из 2 боковых стенок основы, задней стенки и нижней. То же самое я сделала с первой деталью. 2 боковые стенки у нас уже есть. Задняя стенка – это деталь основы. Поэтому в первой детали нам необходимо сделать 2 горизонтальные детали, которые будут разделять на ячейки. Далее вертикальная деталь и короткая передняя деталь для того, чтобы сделать кармашек для мелочей или подставку для телефона. Вот эту самую подставку. Далее вторая деталь — выдвижной ящик. Это как самостоятельная деталь, поэтому в ней требуется сделать все детали. Это дно, это передняя часть, 2 боковые стенки и задняя. Если вам не хочется заморачиваться с эскизом и размерами, переходите к созданию заготовок из картона по моим размерам. Меня долгое время останавливало сделать органайзер то, что его детали некоторые делали из 2 и даже 3 слоев картона. Но после создания своего с уверенностью могу сказать, что для канцелярии и косметики будет достаточно 1 слоя. Вырезать заготовки лучше всего с помощью канцелярского ножа и линейки. Не забудьте подложку, чтобы не повредить стол. Для обклейки заготовок, мне кажется, лучше всего расположиться на полу. Разверните рулон и по одной обводите заготовки следующим образом. Одну заготовку с припуском в 1,5 см с каждой стороны. И одну заготовку обведите как есть. Сначала обведите все заготовки, потом вырежьте. Покажу свой способ обклейки на самой сложной детали со срезанным краем. Сделайте надрезы на бумаге через 1 см и приклеивайте, натягивая бумагу к середине заготовки. Остальные края приклеиваем по кругу, срезая уголки под небольшим углом.
Детали ложите обклеенной стороной вверх, обводите и вырезаете, отступая от границы 1-2 мм вовнутрь. Чтобы обклеить вторую сторону заготовки, используйте такой способ. Подгоните ножницами размер так, чтобы края бумаги не выходили за край заготовки. Приложите бумагу к заготовке. Придерживая руками, освободите небольшой край от подложки и приклейте его. Затем снизу возьмитесь за подложку и, постепенно стягивая ее, разглаживайте бумагу другой рукой. Края бумаги, выходящие за грань, обрезайте острым канцелярским ножом. Не используйте ножницы и не приклеивайте к заготовке. На сгибе она все равно будет отклеиваться. Все детали между собой я склеивала той же самоклейкой. Начала склеивать боковые стенки органайзера с дном. Для склеивания всех деталей я брала отрез бумаги по длине детали, а шириной 4 сантиметра. Покажу свой очень удобный способ приклеивания. Освободите ровно половину отреза бумаги от подложки. Приклейте ее на деталь. Затем установите деталь в нужном положении. Прогладьте сгиб подушечкой пальца. Затем потяните подложку за середину и приклейте бумагу. Для надежности и устойчивости детали приклеивайте к основе с двух сторон. Сначала я приделала боковые стенки к дну, а затем приклеила заднюю стенку. Для выдвижного ящика нам потребуется 3 детали, держатели для полки. Их можно обклеить только с одной стороны или не обклеивать совсем. Держатели полки приклеивала на двусторонний скотч, а полочку дополнительно можно приклеить на держатели клеем «Момент» или горячим клеем. Чтобы установить перегородки, канцелярским ножом сделайте посередине надрез. На горизонтальной детали сверху, не доходя до низа 3 см, а на вертикальной детали снизу, длиной 3 см. Вставьте детали друг в друга и самоклейкой приклейте к основе. Установите 2 оставшиеся горизонтальные детали. Теперь займемся ящиком. Я покажу, как склеить 3 стороны и дно с помощью бумажного скотча. Не обращайте внимания на размеры. Это видео из другого мастер-класса. На дно наклейте с 3 сторон бумажный скотч. На расстоянии 2 мм приклейте 2 стороны и заднюю стенку. Надрежьте скотч только снизу со всех сторон и склейте основу ящика. Дополнительно проклейте бумажным скотчем боковые углы. Проверьте, чтобы ящик легко входил и выходил. И обклейте его. Для моих размеров я взяла отрез самоклейки 33 на 26. Установите коробку в центре заготовки и отметьте углы. В верхней части выкройки сделайте надрезы от внешних углов бумаги к отмеченным углам коробки, а в нижней части выкройки прямо
от края бумаги к отмеченным углам. Сделайте дополнительные линии в верхней части выкройки. Они отмечены красным цветом. Будущее ушко для приклеивания будет равным 3 сантиметра. Теперь вырезаем выкройку. Освободите часть бумаги от подложки и установите коробку в то же место. Придавите дно и приклейте переднюю часть. Для приклеивания боковинок сверху сделайте срез до коробки прямо, а по бокам сделайте срез под небольшим углом. Приклейте сначала боковые части, затем верхнюю вовнутрь коробки. То же самое сделайте со второй стороны. И в последнюю очередь заклейте заднюю часть. Заклейте внутренние стенки коробки и дно. Переднюю часть коробки обклейте с двух сторон. С одной стороны у меня серая, с другой из мраморной самоклейки. Приделайте ручку для ящика. У меня она из пуговицы и шпагата. Специальной отверткой или шилом проделайте отверстия и приклейте их с обратной стороны самоклейкой. Переднюю часть приклейте с 3 сторон к ящику. Вот и готов органайзер. Уверена, и у тебя все получится. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы.